В разных местах в ведической литературе Господь Кришна объясняет одну вещь, и в том числе в Бхагавад-гите. That he is the cause of all causes. Что он является причиной всех причин. The origin of everything. И изначальным источником всего. Mayata Kshina Prakriti Svati Chacharacharam. That is glancing over the material nature. Он бросает взгляд на материальную природу, impregnating it with the innumerable living entities. Оплодотворяет ее бесчисленными живыми существами. In so many ways, Lord Krishna explains that he is the origin, the cause of everything. И разными способами Господь Кришна объясняет, что Он является изначальным источником всего. Aham bija pita pitaha. Pita means father. Пита означает отец. He's naturally the father of all living entities. Естественным образом Он является отцом всех живых существ. Since he is the origin of everything. Поскольку Он источник всего. Seed giving, he is using that word. Он использует это слово, дающее семя. It's very interesting. Очень интересно. Just like the seed of a tree. Подобно семени дерева. It is so small. Оно очень маленькое. And still it contains all the information of an entire tree. И тем не менее оно содержит в себе всю информацию о целом огромном дереве. The digital coding, the DNA. Другими словами, электронный код. And it is amazing, although these seeds of so many different types of trees, they all look similar. Удивительно то, что хотя семена разных деревьев выглядят очень похожи, They all contain different informations. в каждом из них заложена разная информация. It never happens that one of the many seeds of an apple tree all of a sudden produces an orange tree. Никогда не бывает так, что семечко яблоневого дерева вдруг дает ни с того ни с сего апельсиновое дерево. So precisely organized everything. Все организовано очень тщательно. Of course, in modern science, they use the word "everything happens by chance." Конечно, современные ученые используют эту фразу, что все произошло случайно. Now that word "chance" is not being used so much any longer. Но случайно это слово уже не так часто используется в наше время. Now they're inventing alternative terms. Сейчас они изобретают альтернативные определения. Like natural selection. Например, естественная селекция. A natural reorganizing laws of nature. Или законы естественной реорганизации. But the meaning is the same. Но смысл тот же. Like as soon as you talk about laws, Shrila Prabhupada, he always phrased a challenging question. If you talk about laws, then who or what is the lawgiver? И когда речь идет о каких-либо законах, Шрила Прабхупада всегда бросал вызов. Он говорил, а кто дал эти законы? See, at Darwin's time, Darwin's time, Во времена Дарвина the understanding of a human cell, for instance, was very simple, very primitive. понимание клетки было очень примитивным, очень простым. They thought a human cell is just a glob, a small, like a drop glob of a semi-fluid substance. Они считали, что клетка человеческого организма это такой как бы сгусток полужидкий. But now we have discovered that a human cell is so complex. Но сейчас ученые обнаружили, что клетка в человеческом организме очень сложная. The structure of a human cell. Ее структура. Bill Gates, the software. Bill Gates
Билл Гейтс, знаменитый в компьютерной области, once he made a statement однажды сказал, that the complexity of the human cell is by far succeeds by far any computer software ever created. Что клетка в человеческом организме по своей сложности намного превосходит любую когда-либо созданную программу компьютерную. This gives an idea how complex the structure of a human cell is. Это дает нам понять, насколько сложно строение клетки человека. Now, each human body consists of approximately 1 trillion cells. Каждое тело у каждого человека состоит приблизительно из 3 триллионов клеток. How complex! Насколько это сложно. And of course, what goes on within our human body, we are not even aware of, we are not conscious of it. И то, что происходит в нашем теле, мы даже не понимаем этого, не осознаем. We eat something and somehow food has been digested and everything is fine. Мы что-то едим, каким-то образом все это переваривается, и все в порядке. But it is such a complex system. Но это настолько сложная система. In the Shiva Samhita, once Lord Shiva instructed Parvati. В Шива Самхите есть наставление, как Господь Шива дает наставление, его наставление Парвати. By describing the inside of a human body. И он описывает внутреннее строение тела человека. And Lord Shiva used the word microcosm. И он использует слово микрокосмос. Because the inside of the human body exactly replicates the external universe we experience. There's no difference. Поскольку человеческое тело внутри, оно не отлично от космоса, от строения космоса. And in modern science they admit they only understand maximum up to 20% of what goes on in the universe, and that we know is already exaggerated. Современные ученые говорят, что они понимают лишь 20% из того, что происходит во Вселенной, и эта цифра уже преувеличена. They might only understand perhaps 4%, not more. Может быть, мы знаем, что может быть они поняли только 4%, не больше. And now you can imagine that the inside of our human body is a replica of the universe, how complex it must be. И можете представить, что в вашем теле есть точная копия Вселенной, насколько она должна быть сложна. And especially in modern science, when they try to educate people in general, they use this term, everything happened somehow by chance. Современные ученые, когда они пытаются образовывать людей, они часто используют эту фразу, что все произошло случайно. I was researching a little bit. Я провел небольшое исследование. What does really chance mean? What's the definition, the real definition of chance? Что значит случайность? It always interested me. Меня всегда интересовало, в чем смысл этого слова. What do they mean by chance? Что они имеют в виду под этим? And I would like to share with you my research work. И я бы хотела поделиться с вами результатами своего исследования. To argue that something comes from nothing Утверждать, что что-то произошло из ничего, requires the denial of the law of non-contradiction. для этого нужно отрицать закон непротиворечия. Now, what is the law of non-contradiction? Что такое закон непротиворечия? Или может какой-то такой есть? Like A, R cannot be R and non-R at the same time. Cannot be. No. Например, не может быть одновременно и чем-то другим. And in the same relationship. И находиться в тех же отношениях. Something can be A and B at the same time, but not in the same relationship. Что-то может быть одновременно и и Б, но они не могут быть в тех же отношениях все время. Like somebody can be a father A and the son B at the same time.
К примеру, кто-то может быть А отцом и Б сыном. Одновременно они могут быть отцом и сыном. But not in the same relationship. That is not possible. Но не в тех же самых отношениях. Это невозможно. For something to come from nothing, для того, чтобы что-то исходило из ничего, it must in fact create itself. Оно должно по сути создать себя само. But self-creation is completely illogical. Но самосоздание, оно совершенно нелогично. It is a rational impossibility. Существует рациональная его невозможность. It must be able to transcend Hamlet's dilemma. Потому что иначе бы дилемма Гамлета, вы знаете, может быть, она была бы решена. To be or not to be. Быть или не быть. It cannot be both at the same time. Невозможно одновременно быть и не быть. Something cannot exist and at the same time not exist. Что-то не может одновременно существовать и не существовать. He clearly understood. Он ясно понимал. That something could not both be and not be at the same time, and specifically in the same relationship. It's simply not possible. Что что-то не может быть одновременно Б и не Б, и сохранять те же отношения. For something to create itself, для того, чтобы что-то могло создать себя, it must have the ability to be. У него должна быть способность быть. And not to be at the same time. Быть и одновременно не быть. In the same relationship. В тех же отношениях. For something to create itself, it must be existing in the first place. Для того, чтобы что-то могло создать само себя, вначале оно должно уже существовать. You follow? Понимаете? If something creates anything, it must exist. Если что-то создает что-то, оно, значит, уже существует. But then at the same time they say it didn't exist. Но в то же время они говорят, ничего не существовало. But it somehow created itself. It doesn't make any sense. Ничего не было, но потом оно создало само себя. Это совершенно нелогично. It is impossible for solids, liquids and gases to create themselves. Ни жидкости, ни твердые вещества, ни газы не могут создавать самих себя. It is impossible for atoms and subatomic particles to create itself. Точно так же атомы и еще более мелкие молекулярные частицы не могут воссоздавать сами себя. It is impossible for heat and light. Это невозможно для света и жара. And of course it is impossible for Krishna to create himself. И также и Кришна не может создать самого себя. He is eternal. Он вечен. Nothing anywhere at any time can create itself. Ни в какое время, никогда, ничто не может создать само себя. A being can be self-existent. Существо может существовать само по себе. Just like Lord Krishna, the soul is self-existent. Например, Господь Кришна, вечная душа, Он существует. This does not violate logic. Он существует сам по себе, и это не нарушает логики. But it cannot be self-created. That is illogical. Но он не может создать сам себя, это нелогично. So we can summarize a little bit. Немного подытожим, что мы сказали. First, Первое. chance is not an entity. Chance is not an entity. Случайность – это не живое существо. Non-entities have no power because they have no being. They do not exist. Неживые существа не имеют силы, не имеют могущества, поскольку они... Non-entities have no power because they have no being. They do not exist. Неживые существа не могут, не имеют силы, поскольку они не имеют существования, не существуют. Third, to say something happens or is caused by chance. Сказать, что что-то случилось само собой, случайно, как бы произошло. Is to suggest attributing instrumental power to nothing.
Это значит приписывать могущество ничему. 4. Четвертое. Something caused by nothing is in effect self-created. То, что создается ничем, должно по сути создать само себя. 5. Пятое. The concept of self-creation is irrational Концепция создания самого себя нерациональна and completely violates the law of non-contradiction. и полностью не соответствует закону непротиворечия. And finally, И, наконец, to persist in theories of self-creation, чтобы настаивать на философиях и теориях самосотворения, one must reject logic and rationality. Человек должен отказаться от логики и рационального мышления. So this was my research work on chance. Это то, что я изучил по вопросу случайности. Therefore, we reject the modern scientific idea that the universe came out of nothing by chance. Поэтому мы отказываемся от мнения современных ученых, что Вселенная произошла случайно, возникла See, случайно. they do anything and everything, and they are willing to create any word, any term, simply to avoid admitting that Krishna is the cause of everything. Они готовы придумать все, что угодно, создать какой угодно новый термин, только чтобы не признавать, что Кришна – источник всего. And we are a little upset about it. И мы расстроены этим. Not little, quite upset about it. Немного расстроены, а много расстроены. Because modern science influences our entire educational system. Потому что современная наука сильно влияет на образование. This is what people learn in school, high school, at the university level. В школе, в старшей школе, в университетах люди учат это. All the textbooks are filled with these ideas. Все учебники наполнены этими идеями. And this is why the masses of people, they think in these terms. Вот почему масса людей, они привыкли так думать. Somehow everything came into existence by chance, out of nothing. Каким-то образом все произошло случайно из ничего. So Шрила Prabhupada challenged that idea of modern science. Шрила Прабхупада бросал вызов этой идее современных ученых. It is not acceptable, it is irrational, illogical. Он говорил, что она недопустима, нерациональна и нелогична. And it makes much more sense that Krishna is the cause of everything. И что имеет намного больше смысла понять, что Кришна, он изначально источник всего. Because he is not being created out of nothing. Потому что он не произошел из ничего. He is eternally self-existing. Он вечно существует сам по себе. Similarly, the innumerable living entities, they are also self-existing eternally. И точно так же бесчисленные живые существа, они также существуют вечно. Eternally means there's no beginning, there's no end. Вечно означает нет ни начала, ни конца. And what's the relationship between innumerable living entities, souls, and Krishna? И каковы отношения между бесчисленными живыми существами и Кришной? It is also very, very nicely scientifically explained throughout the Vedic literatures. Это очень замечательно и очень научно объясняется в ведической литературе. So that makes more sense. That is more logical. That is more rational. И это имеет больше смысла, это более логично, более рационально. And it is our duty to educate people in this understanding. И наша обязанность давать людям образование в этих вопросах. So that people can begin to think in rational terms and logical terms. Чтобы они начинали думать в рациональных таких категориях, понятиях. Related to the existence of the universe and the existence of us. Чтобы они понимали и Вселенную, и нас самих. And of course to understand our relationship with Krishna. И также понимали наши отношения с Кришной. It is not a relationship out of fear. Это не отношения, построенные на страхе. It is a loving relationship. Это отношения, построенные на любви.
Just like the different parts of the body, they don't have a fearful relationship with the entire body. Как разные части тела, они не боятся друг друга. The hands are not afraid of the body. Руки не боятся тела. The feet are not afraid of the body. Ноги не боятся тела. They have a natural relationship. У них у всех естественные взаимоотношения друг с другом. Accommodating relationship. Которые, как это сказать? And because we are conscious living beings, living entities, we have even a loving relationship with Krishna. Устраивают эти отношения их. А что же говорит о Кришне? У нас с Кришной не просто отношения, которые устраивают нас, а любовные отношения. In 4 or 5 different types of rasas, humors. Это отношения в 4-5 разных расах, настроениях. Even up to the point of having a conjugal relationship with Krishna. Даже вплоть до того, что у души могут быть супружеские отношения с It's Кришной. difficult to understand. Это сложно понять. But that spiritual variety exists. Но это духовное разнообразие действительно существует. All the different emotions we experience in this world, it is nothing but perverted reflections of the spiritual emotions. И все эмоции, которые мы испытываем в этом мире, и не идут ни в какое сравнение с эмоциями духовного мира. And already here in this world, specifically in relationships, we find so much variety. И даже здесь, в материальном мире, у нас очень много разнообразных отношений. So with practically every person, I have a slightly different relationship. К примеру, я с каждым из преданных имею немного разные отношения. Different relationship with my parents. И еще более отличные отношения с моими родителями. Different relationship with my teacher. Определенные отношения с моими учителями. With my friends. С моими друзьями. With strangers. С незнакомыми людьми. So many different types of relationships. Столько разных отношений. They're merely perverted reflections. И все они — это просто искаженное отражение. Now you can easily imagine how much variety there is in the spiritual relationships. Теперь можете представить, сколько разнообразия присутствует в духовных отношениях. With Lord Krishna. С Господом Кришной. And the eternally liberated souls, living entities. С вечно освобожденными живыми существами. Such a unlimited variety. Такое безграничное разнообразие. So in Krishna consciousness we are approaching that variety. И в сознании Кришны мы идем к этому разнообразию. The spiritual life, духовной жизни, which is full of spiritual variety, bliss, knowledge, and eternal. которая полна духовного разнообразия, блаженства, знания и вечности. This is why the devotees of Krishna are completely satisfied. Вот почему преданные Кришны полностью удовлетворены. They don't feel any need to look for something else. Они не чувствуют потребности искать чего-то еще. Because that's the perfection of existence. Поскольку это и есть уже совершенство существования. To revive our eternal relationship with Krishna. Возродить наши вечные отношения с Кришной. To experience the reciprocation Испытывать его взаимность. of Lord Krishna in that relationship. Взаимность Кришны в этих отношениях. That's the perfection. Это совершенство. Because Krishna knows how to perfectly and completely reciprocate with each and every living entity. Кришна знает, как совершенным образом и наиболее полно отвечать каждому живому существу. He has that capacity. У него есть эта способность. And no one else has. Ни у кого ее больше нет. So sometimes we might be afraid. Иногда мы можем бояться. If there are so many innumerable living entities, если живых существ такое бесчисленное множество, and they all have the relationship with Krishna, и у всех них есть отношения с Кришной, does Krishna really recognize me? Кришна вообще узнает ли меня? Does he even know that I exist? Он вообще знает о моем существовании? We might think sometimes in these terms. Мы можем иногда так думать. But we have to have that trust and faith in Krishna.
Но нам нужно иметь это доверие и веру в Кришну. That his consciousness has the capacity Его сознание имеет способность and the ability и возможность to completely and perfectly exchange with each and every living entity. в полной мере и совершенным образом обмениваться отношениями с каждым живым существом To the fullest satisfaction of the living entity. До наиболее полного удовлетворения живого существа. That is Krishna. Это Кришна. He has that position. He is in that position. Он находится в этом положении. And he's offering that in the Bhagavad Gita. И он предлагает это нам в Бхагавад-гите. Just surrender to me, Krishna states. Кришна говорит, просто предайся мне. And I will protect you И я защищу тебя. from all the sinful reactions of material life. От всех греховных последствий материальной жизни. I provide complete shelter. Я дам тебе полное прибежище. Everyone is looking for shelter. Все ищут прибежище. Is it not? Разве нет? This is why people marry. Вот почему люди женятся. They want to experience some kind of shelter. Они хотят ощутить какое-то прибежище. The children, they want to experience shelter by their parents. Дети тоже хотят ощущать прибежище своих родителей. The dogs, they also Собаки. want to experience shelter. Они тоже хотят иметь прибежище. This is why they're very quickly, when you provide a little bit of a shelter to a dog, he immediately takes it. Вот почему, если вы позаботитесь о собаке, она сразу же примет у вас прибежище. Little cat, Кошки, first little bit afraid, котята, может быть, сначала не боятся, but if you indicate, don't be afraid, но если вы дадите понять котенку, что не бойся, immediately the cat begins to rub its head against your legs. тут же кошка начинает тереться о вас. Is it not? Разве нет? You have experience with this? Immediately. Вы же испытывали это. They want to experience shelter. Сразу же происходит. Все хотят прибежища. The fishes, aquatics, they take shelter in the ocean. Рыбы принимают прибежище в океане. Now we take shelter in our body. А мы сейчас принимаем прибежище в своем теле. We feel some kind of shelter. Чувствуем какое-то прибежище в нем. I have this body. У меня есть это тело. So every living entity is looking for shelter. Каждое живое существо ищет прибежище. Unfortunately, we have forgotten that Krishna, He is the supreme shelter. Но, к сожалению, мы забыли, что Кришна – это высшее прибежище. He can give us eternal shelter. Он может дать нам вечное прибежище, That nothing else can do. которое не даст нам никто другой. The water is temporary. Water, Вода water is временна. temporary. Вода временна. This body is temporary. Это тело временно. For the cat to take shelter in someone's home, that is also temporary. Для кошки, например, жить в чем-то доме, иметь прибежище, там тоже временно. Everything is temporary. Все временно. Only temporary shelter, and then we are being kicked out. Временное прибежище, и потом нас из него выгоняют. Like in football, Как в футболе выпихивают, как бы, being kicked, пинают. flying somewhere. И мы летим куда-то. Then there's a little bit of shelter. И какое-то вроде бы находим прибежище. Finally, I can rest. О, наконец-то можно отдохнуть. And already someone is approaching. И уже кто-то бежит к нам. Another big kick. И опять пинает нас. No shelter. Нет прибежища. Everything from the topmost planetary system down to the lowest. С высших планетных систем до низших. From the body of Lord Brahma down to the body of the insignificant ant. От тела Господа Брамы до тела незначительного муравья. From the position of a king down to the status of a beggar. От положения царя до положения нищего. There's no shelter. Нет прибежища. No ultimate shelter.
Нет конечного, высшего all прибежища. temporary. Все временно. But that simple understanding should wake us up. И это понимание должно нас пробудить. Everything is temporary. Все временно. How can we be ever satisfied? Как можно вообще быть удовлетворенным? Not possible. Невозможно. Whenever we try to take shelter in something, Как только мы пытаемся где-то найти прибежище, it's already in the process of fading away. Это тут же начинает уходить на наших глазах. But once we take shelter in Krishna, Но если мы примем прибежище у Кришны, then we experience an eternal resting place. мы ощутим, что мы нашли вечное место упокоения, успокоения. So, realization. Finally, I can take shelter. I can take Наконец rest. я могу отдохнуть. In Srimad Bhagavatam gives one verse, В Шримад Бхагаватам есть один стих, which gives the example of a businessman, в котором приводится в пример бизнесмен, a merchant. Продавец. And for months as he's traveling to different cities, different countries, Много месяцев он путешествует по разным городам, разным doing his business, делает бизнес. and he has to stay every night some different resting place or hotel. И каждую ночь он останавливается в разных отелях, гостиницах, отдохнуть. After a long time, many months, so finally he returns home. И, наконец, после многих месяцев он возвращается домой. Then he really can take rest. И там он действительно может отдохнуть. He's lying on the bed with his legs and arms stretched out. Он лежит на кровати, вытянув руки, ноги, And he really experiences now I'm finally at the home. чувствует, наконец-то я дома. This is like Krishna consciousness. Это как сознание Кришны. That experience after traveling since time immemorial, С незапамятных времен путешествую, the soul, душа, from one body to the next. путешествуя с одного тела в другое. 8,400,000 species of life. 8,400,000 видов жизни. Jalajanava-lakshani, Stavala-lakshivimshati, 900,000 species of aquatics. 900,000 видов жизни в водной среде. And 2 million species of plants and trees. 2 миллиона видов жизни растений и деревьев. Or 1,100,000 species of insects. 1,100,000 видов насекомых. 1 million species of bird life. 1 Birds. 1 миллион видов птиц. And the 3 million species of beasts. И 3 миллиона видов животных. And Chaturlakshani, Manushaha, 400,000 species of human life. И 400,000 видов человеческих существ. So the soul is traveling through all these, accepting all these 8,400,000 species of life. И душа путешествует по свету, рождаясь во всех этих 8 миллионах и так далее видах жизни. And then finally it reaches this human form. И наконец-то достигает этой человеческой формы And жизни. now there's a chance Теперь есть шанс to come out, to stop this continuous cycle of repetition of birth and death, reincarnation. остановить, прервать это бесконечное повторение, круговорот рождения и смерти. Now it's the only chance in this human form to break out of that continuous cycle. В этой человеческой форме жизни мы получаем этот единственный шанс. No more birth. Вырваться из этого круга, где нет рождения, No more death. нет смерти, No more diseases. нет болезней No more old age. и нет больше старости. Only eternal blissful existence full of knowledge. Только вечное и блаженное существование, исполненное Now, знанием. who would not take that chance? Кто бы отказался от такого шанса?
Anybody? Who would not take the chance? Есть кто-то, кто готов не воспользоваться этим шансом? Should immediately grab it Нужно ухватиться за него сразу же, before it's gone. прежде чем мы потеряем его. And we are back down. И опять Next species of life. Спустимся в низшие формы And жизни. again through 8,400,000 species. И опять вниз через 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Even among the 400,000 human species, only 20% are civilized. Даже среди человеческих существ из 400 тысяч из них только 20% цивилизованных людей. 80% are not civilized. А 80% не For цивилизованных. them it will be either difficult, extremely difficult, or impossible to understand spiritual life. И им будет или очень трудно, или вообще невозможно понять духовную жизнь. So let us take full advantage. Давайте воспользуемся в полной мере этой возможностью Practice Krishna consciousness. и будем практиковать сознание Кришны, Study, hear about our eternal existence. Изучать и стараться понять наше вечное существование, Hear about our eternal home. слушать о нашем вечном доме And then make progress on the path of liberation. и продвигаться по пути освобождения, Returning home back to Krishna. возвращаясь домой обратно к Кришне. Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions or everything is clear? Есть ли вопросы, все ли ясно? Вы только что сказали, что 20% цивилизованных людей. А как вы думаете, эту статистику можно отнести к населению городов? Вот сказать, что 20% населения городов может принять цивилизованный образ жизни. Или это относится к каким-то другим видам человеческой жизни? If we say that only 20% of human beings are civilized, can we see it in such a way that in the cities only 20% of people can accept spiritual life? Can we look in the cities? Only 20% of people can accept spiritual life. Can we see it like that? No. Нет. See, speakers. Can we see that only 20% of people can accept civilized way of life? Is it so? That among all the people, only 20% can accept civilized way of life in the cities. The meaning of species, understood by biologists, is different from the meaning implied here. Но то, что биологи подразумевают под видами жизни, отличается от того, что говорится здесь. The meaning used by biologists applies to the gross physical appearance. Биологи подразделяют виды жизни, исходя из тела, грубого тела. They say there's only one human species. И с их точки зрения есть только один человеческий вид. The Vedic meaning, however, which is derived after thorough and careful analysis, Но, однако, ведическое понимание, которое построено на очень глубоком и тщательном анализе, it is based on the level of consciousness of the human being. В нем подразумевается уровень сознания человека. Like biologists, they say that human beings belong to only one species. Биологи говорят, что все люди принадлежат только к одному виду. But the Vedic version is there are 400,000 different human species. Но согласно ведической версии есть 400 тысяч видов человеческого тела. In other words, there are 400,000 different grades of human beings on different levels of consciousness. То есть 400 тысяч видов человеческого сознания, уровней человеческого сознания. You don't only find human beings in cities. You don't
only find human beings in cities. Люди живут не только в городах. They are spread out through the entire Bhumandala system. Они живут по всей системе Бхумандалы. The earthly plane goes far beyond what we experience И in the planet Earth. уровень Земли, он простирается намного дальше, чем мы можем это увидеть. Any other thoughts? Еще какие-то мысли? У меня есть некое противоречие, что Махарадж помог решить. Кришна нас создал, не Кришна, а Сампарши. То есть определенным образом когда-то мы были созданы живые существа все. Что значит, что у нас нет ни начала, ни конца, то есть нет точки отсчета? How to understand certain contradiction that on one hand Krishna created us, but at certain point, but on the other hand we are eternal living entities who have no beginning and end. So how to understand this contradiction? We don't talk about related to the soul, there's no material creation. Что касается души, когда мы говорим о душе, она не создавалась с материальной точки зрения. The soul is not a material object, Поскольку душа — это не материальный объект, which didn't exist and then is being created. который ранее не существовал, а потом был создан. Soul is eternal. Душа вечна. Not jayati, not maniyati, there's no, at any time, there's no time, at any time that the soul did not exist. Не было такого времени, когда бы душа не существовала. So that creation is related to, you can also say that the sunshine is the creation of the sun planet. Можно сказать, к примеру, что солнечный свет создан планетой Солнца. But it's not that first it was the sun planet and then later on at one point then the sunshine is created. Но это не так, что в какой-то момент появилось Солнце, и потом, спустя какое-то время, возник солнечный свет. They both exist simultaneously. Они и то, и другое существуют одновременно. But still you say that one is the origin of the other. Но все же мы говорим, что одно является источником другого. You cannot say that the sunshine is the origin of the sun planet. Мы не говорим, что солнечный свет является источником Солнца. But the sun globe is the origin of the sunshine. Солнце является источником солнечного света. So it is like that. Это так же. That Krishna is the cause of all causes. Кришна – причина всех причин. But still the souls, he is the cause of the eternal souls. И Он является причиной вечных душ. But that doesn't mean, like in a material sense, the souls have been created. Но это не значит, как мы привыкли думать, что с материальной точки зрения, что душа в какой-то момент возникла. They're both eternal. Они обе вечны. And still Krishna is the cause. Но все же Кришна является причиной. Cause does not mean that the souls have been created. That's not the meaning of cause. Но причина не значит, что душа была создана в какой-то момент. Не это смысл слова причина. That's material understanding. Источник. Это материальное понимание. And now we have to enter into the spiritual realm. Но сейчас мы должны войти в духовную сферу. It's not a material realm. Это не материальная сфера. Like Krishna is the cause of all his incarnations and expansions. Кришна – источник всех своих воплощений, инкарнаций. But they're all eternal. Но все они вечны. So difficult for our material brain logic to understand. Это сложно понять нашему мозгу, нашей логике. We can only think in material terms. Потому что мы привыкли думать материальными понятиями. So like this. Krishna is the cause of the eternal souls. Кришна – причина вечных душ. To try to understand it.
Попытайтесь это понять. Souls eternal, Души вечны, but Krishna is the cause. а Кришна их причина. We can one more question. Харе Кришна, вот вы на лекции сказали о том, что мы должны вернуться в духовный мир, Шрила Прабхупада об этом говорит. И он говорит о том, что нужно это делать уже в этой жизни, не теряя возможности. Но иногда можно слышать, что нужно 3 жизни. Преданные говорят о том, что через 3 рождения можно вернуться. Как правильно понимать это? You said in the class, and Srila Prabhupada also says that we should go back to the spiritual world Yes, and yes. make it in this life. Not be. Did you say should? Come back? Yeah. You said should? Yeah, yeah. No, we have to, not should, we have to. Ну, то есть я перевела, что нам следует вернуться, Махарадж нам как бы порекомендовал. Он говорит, я не порекомендовал, сказал, что вы обязаны вернуться. In Sanskrit the word is evavigachit. В санскрите говорится «эва вигача». Evavigachit means there's no alternative. Значит, что нет альтернативы. Like you must, you can say, I must go to the bathroom. Вы можете сказать, мне нужно пойти в ванну. But still you can prolong it a little bit later. Но это вы можете отложить, немножко потерпеть. But if you say evavigachit, Но если вы говорите «эва вигача», there's no little later. там не подразумевается, что можно отложить. If you use the word evavigachit, it means otherwise you immediately make into your deity. Слово «эва вигача» значит, что у вас нет времени, иначе все окажется у вас в доте. Evavigachit means there's no alternative. У вас нет альтернативы, значит «эва вигача». So we have to, we must, there's no alternative, we have to go back home, back to God. Мы должны, мы обязаны, у нас нет альтернативы, мы должны вернуться обратно к Богу. He was asking, in this life, or somebody want to say 3 lives? Now, not in this life, now, right now. Не в этой жизни, не в конце этой жизни, а сейчас. If we are fully Krishna conscious, Srila Prabhupada mentioned, we can become Krishna conscious in 1 second, or it might take many, many lifetimes. Шрила Прабхупада говорил, что можно обрести полное сознание Кришны за 1 секунду, а можно за много жизней. If you simply accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead, Если вы просто примете это, что Кришна — Верховная Личность Бога, I'm His eternal servant, а я Его вечный слуга, I want to surrender to Him, я хочу предаться Ему, then you're back home, back to God. то вы уже, можно считать, вернулись обратно к Богу. The spiritual world is all-pervading, Духовный мир всепроникающий. not it is somewhere else. Он не где-то находится. It is all-pervading. Он всепроникающий. Only a portion of that spiritual sky is covered. Только часть духовного неба покрыта. Because our consciousness is covered over. Наше сознание, в нашем сознании оно покрыто. All we have to do is remove that cover, И все, что нам нужно, это снять покрытие and you're back home, back to God. со своего сознания. И тогда мы уже вернулись обратно к Богу. You're in the spiritual. You're already in the spiritual world, Мы тогда уже в духовном мире. but your consciousness is covered over. Но сознание наше покрыто. You have to remove that cover. И мы должны снять это покрытие. Yes. А как вот понять, что духовный мир существует? Это нужно понять или это просто принять этот факт? How to understand, to realize that the spiritual world exists, should be just accepted, or how to realize the existence of the spiritual world just by accepting it, or how? So it's like anything else you accept. Ну вы, как и все другое, что вы принимаете. Like you have been to Mongolia. Вы были в Монголии? But how do you know it exists? Откуда вы знаете, что она есть?
China, you have been to China? А в Китае были? China, no. В Китае Now, нет? how do you know it exists? А откуда знаете, что он есть? Ну, были же люди, которые туда путешествовали. Because some people, they traveled there. So many eternally liberated souls, they come from the spiritual world into this world. Столько вечно освобожденных душ приходят сюда из духовного мира And they give us the knowledge about the spiritual world. и дают нам знания о духовном мире. Krishna himself came. Сам Кришна приходил He spoke the Bhagavad Gita. и произнес Бхагавад-гиту. He talks about the spiritual world, И Vaikuntha. рассказал о духовном мире, о Вайкунтхе. So many liberated souls, they had visions about the spiritual world. Столько освобожденных душ видели, получали откровения о духовном мире. Lord Krishna, he gave a glimpse of the spiritual world to Lord Brahma. Господь Кришна открыл Господу Брахме картину духовного мира. Which that vision he describes in the Brahma Samhita. И то, что Брахма увидел, он описывает в Брахма Самхите. Chintamani pakarasatmasu kalpavriksha lakshavriteshu. He gives a full description of the spiritual world. Он дает полное описание духовного мира. The kalpavriksha trees, Деревьев Калпаврикша, desire-fulfilling trees исполняющих желания деревьев, that we don't have here in this material. которых здесь у нас нет в материальном мире. Banana tree can only carry bananas. На банановом дереве могут расти только бананы. The spiritual world, the trees, they can carry anything. Но в духовном мире на дереве может расти все, что угодно. I would like to offer a gulab jamun to Krishna. Я бы хотела предложить Кришне гулаб джамун. And the tree carries so many gulab jamuns. И внезапно на дереве растет много гулаб джамунов. These trees, Chintamani stones. Эти деревья это камни Чинтамани, философские камни. We have no experience in this world. У нас нет опыта этого. Everything there is self-effulgent. Там все светится само по себе. There's no need for a sun, moon, or stars. Нет необходимости в солнце, луне или звездах. Everything is self-effulgent. Все самосветящееся. Everything is fully conscious. И все обладает полным сознанием. The table is not conscious. Этот стол не имеет сознания. The table is not conscious of itself. I'm a table. Стол не понимает, что я стол. There's no soul В нем existing in the table, в столе нет души, identifying itself with the table. которая бы отождествляла себя со столом. Spiritual world, everything is fully conscious. Но в духовном мире все обладает полным сознанием. In this way, there are many descriptions. Есть много описаний этого. Just like you hear about China, so many descriptions are there. Как мы слышим о Китае, есть много описаний Китая. You can see it on the map. Можно увидеть его на карте. We also have a very nice map. Есть очень хорошая карта. You can see the entire material world. You can see the spiritual world. И у нас тоже на ней можно увидеть и духовный, и материальный мир. And the 14 planetary systems. 14 планетных систем. Then there's Devidam, Maheshdam. И потом идут Девидам, Махешдам, Then you enter into Vaikuntha. Вайкунтхи. Then there are so innumerable Vaikuntha planets are there. Бесчисленные планеты Вайкунтхи. The highest one is Krishna Loka. И высшая из них Кришна Лока. There are also different divisions. Разные подразделения есть и там тоже. We have very nice maps we have. Очень хорошие карты есть у нас. And so many went to the spiritual world already in the past. И в прошлом уже столько души отправились в духовный мир. They went home back. It's described how they even went home back to. Даже есть описание, как они вернулись. And so many came from the spiritual world. И столько души пришли из духовного мира. To transmit that knowledge about the spiritual world. Чтобы передавать другим знания о духовном мире. So if you study all these informations, Если изучить всю эту информацию, then naturally you develop more and more faith.
то естественным образом у вас будет развиваться все больше и больше веры. Just like now you have faith that China must exist. Сейчас вы верите, что Китай есть. Many people went there. Многие там были. It's on a map. Есть он на карте. The photographs. Есть фото Китая. You believe it. You have faith. Вы верите, что он есть. Similarly, if you study all the informations related to the spiritual world, you develop faith. Точно так же, если вы изучите всю информацию, которая есть в духовном мире, у вас тоже появится вера. Especially the same descriptions are given in different Vedic scriptures at different times. Особенно если вы увидите, что одни и те же описания духовного мира содержатся в самых разных ведических писаниях, которые возникли в разные времена. Thousands and millions of years apart. В разные века, их разделяют тысячи и миллионы лет. Exactly the same description, same information. Но описания одни и те же. How can you not develop faith in you? Как тут не развить веру? All these self-realized souls, sages in scripture, they cannot be drunkards. Все самоосознавшие души, мудрецы, святые не могут быть пьяницами, In a state of intoxication, they just imagine everything. которые все себе представили в состоянии опьянения. And all the different drunkards, they imagine exactly the same. И все одни, и почему-то у них одни и те же откровения. At different ages, different times. В разные времена, в разные эпохи. Not possible. Это невозможно. This answers your question. Это отвечает на ваш вопрос? В какой-то степени, да. Спасибо. I can agree. To a certain extent, yes. To what extent not? До какой степени нет? Видимо, самому придется это изучить и разучить. Probably myself, I have to do some investigation. You have to study. You have to do your homework. Да, вы должны изучать, вы должны делать домашние задания. Study. Изучать. Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам. There's so much knowledge about the spiritual world. В нем столько знаний о духовном мире. Bhagavad Gita, to some extent, a little bit. В Бхагавад-гите немного, до определенной степени. Study, read. Изучать нужно, читать. I don't want to take too much of your time. Больше не хочу занимать ваше время. Hare Krishna. Hare Krishna.